Я провязала проймы 36 рядов, оставила петельки открытыми и обрезала нить примерно на длину 50-60 сантиметров. Теперь мы возвращаемся на вязание переда и вводим заново нить. Также, чтобы не было прогалечка вот этого, подцепаем первую закрытую петельку под косичку и вывязываем петлю. Главное не подцепить ничего лишнего. Петельку мы дополнительную получили. Переворачиваем наше изделие на изнаночную сторону и начинаем вязать с изнаночной стороны. Также провязываю сначала 2 петельки вместе, то есть петельку создала, петельку убавила. По изнаночной стороне мы с вами вяжем по сложившемуся узору. То есть если на лицевой стороне это была лицевая, по изнаночной стороне это будет изнаночная. Лицевую я провязываю за заднюю стеночку, изнаночная за переднюю. И центральный узор, который у нас идет полоса с накидами, по изнаночной стороне накид мы также будем провязывать с вами лицевой. Довязываем второй ряд и встречаемся в третьем ряду. Третий ряд узора у нас будет совпадать также с третьим рядом нашего узора по схеме. Мы также провязываем 6 изнаночных и также нам нужно лицевую провязать впереди. Теперь для удобства вот так изнаночную петельку снимаю, провязываю лицевую, меняю их местами и изнаночную петлю провязываю также лицевой. Вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную. И теперь нам нужно лицевую снять перед работой. Снова снимаю лицевую, вяжу следующую изнаночную лицевой петелькой, меняю их местами и затем провязываю лицевой петлю. Довязываю оставшиеся изнаночные петельки, провязываю центральный узор и на втором цветочке мы повторяем то же самое. В четвертом ряду я хочу вам показать, как будет выглядеть цветок. Манипуляций мы здесь никаких не делаем, мы просто с вами провязываем все петли по узору. Эти 6 изнаночных по изнаночной стороне становятся 6 лицевыми, и вот эти перекрещенные петельки по изнаночной стороне это наши изнаночные петельки. Дальше провязываем центральные петли, снова 2 изнаночных и 6 лицевых. Я думаю, принцип вам понятен. А мы с вами встретимся уже, знаете, когда начнем делать, наверное, накиды. Как я уже говорила, по центру накид мы также будем провязывать лицевыми петельками. В третьем ряду я совершенно забыла сделать убавочки и накиды по схеме. И теперь я, конечно, уже все перевязала. Теперь я просто покажу, как будут выглядеть накиды на изнаночной стороне. Вот я вяжу лицевой. И здесь я также провязываю лицевой за переднюю стеночку. Центральная петля и снова накид.
Вот и все. Пока продолжаем вязать наш листочек, расширяя его по лицевым петелькам на лицевой стороне. И затем мы с вами уже встретимся, где будут убавочки и накиды на этих листочках. У меня начинается 13 ряд и по схеме узора, и это ряды у меня от проймы. Здесь у нас мы также начинаем все вязать по узору. И когда доходим до листочка, провязываем 4 лицевые. Потом у нас идет убавочка. Теперь мы переворачиваем здесь петельки так, чтобы их можно связать за переднюю стеночку. То есть направление убавочек у нас не меняется. Делаем накид и вяжем центральную изнаночную, лицевую изнаночную. И на втором листочке у нас идет накид и 2 петельки вместе за задние стеночки. И довязываем уже наш листочек. При вязании по изнаночному ряду, в этом случае у меня сейчас идет 14 ряд, этот накид мы провязываем с вами лицевой. То есть, как вы помните, у нас между листочком и центральными петельками появляются изнаночные петли, но это по лицевой стороне, а по изнаночной стороне, то есть это наоборот, наши лицевые. То есть вот еще один накид, мы его провязываем также лицевой. То есть абсолютно то же самое, как и по центральному вот этому ажурной дорожке. И пока продолжаем вязать. У меня начинается 27 ряд. С него я полностью перехожу в этой части на изнаночную гладь, где у меня располагаются цветы. Перестаю вязать какие-либо ажурные дорожки по центру. И мы начинаем закрывать с вами петельки под вырез горловины. Смотрите, в самом начале мы закроем просто вот эти центральные 9 петелек. То есть это сюда входит лицевая петля и по 4 изнаночных с каждой стороны. По самому узору мы с вами вяжем кромочную и 3 лицевые. Дальше провязываем полностью все изнаночными петельками. И мы сейчас сделаем с вами одну из убавлений, которую мы должны будем делать ближе к плечевому шву. Как вы помните, мы прибавляли по одной изнаночной с каждой стороны. Теперь мы их начинаем постепенно убавлять. Это мы делать будем сначала после вот этой петли лицевой глади. Причем ее я провязываю изнаночной. То есть я перехожу на изнаночную гладь. Никаких схем у нас больше с вами не будет. И раз, два, и вот где-то 3-ю, 4-ю петлю я провяжу вместе изнаночной петлей. Это после вот этой центральной петли. Вот, дальше довязываю до центрального узора. У меня вот остается 4 изнаночных до центральной лицевой петли, и мы закрываем петли. Закрывать петли я вам предлагаю все-таки лицевыми петельками. То есть провязываем лицевой петлей, дальше вяжем вторую из закрываемых петелек, также лицевой, и накидываем на нее предыдущую. Это первая закрытая петля. Считаем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Все, петельки мы закрыли. И теперь продолжим вязать с вами только правую сторону.
не забывая при этом сделать убавочку. Также 3 и 4 петли, не доходя до центральной вот этой лицевой. То есть я отсчитываю вот петля по центру. 1, 2, 3, 4. И их мы провязываем вместе. И довязываем уже 27 ряд до конца. И когда мы будем довязывать с вами 28 ряд, вот эту последнюю петлю кромочную мы не довязываем, просто переснимаем и переворачиваем работу. Теперь мы с вами убавим 3 петельки под горловину. На первую я уже накинула петлю. 1, 2 и 3. 3 петли закрыли. Это у нас идет 29 ряд. Теперь мы его также провязываем. И вот наша центральная была лицевая. И мы также отсчитываем 1, 2. Только теперь вот в эту сторону считаю. И 3, 4 петельку провяжу вместе. Так я убавила все 2 петли, которые прибавила на вот этот узор цветком. Вяжу 29 ряд, затем также в 30 ряду не довязываю последнюю петельку. В 31 ряду мы закрываем 2 петли, на первую набрасываем петлю 1 и 2. Вяжем 31 ряд до конца. И далее в 33-35 ряду мы убавим только по одной петле. А постоянно не довязываем одну петельку кромочную в четном ряду. Одну петлю мы убавляем очень просто накидываем недовязанную петлю на следующую. Вот и все. И продолжаем вязать. Точно такое же действие мы повторяем еще в 35 ряду. Когда мы довязываем 36 ряд, не забудьте обязательно провязать уже последнюю кромочную. И теперь отрезаем нить, переходим на вязание левой части по переду. Для начала мы присоединяем нить, подцепаю первую закрытую петельку и вывязываю в нее дополнительную петлю. В помощь можно взять обязательно крючок, если у вас не получается протянуть. Переворачиваем вязание. То есть вязать мы начинаем с 28 ряда. И вот эту петельку мы с вами сразу провяжем вместе со следующей лицевой петлей. Так, переверну. Хотя можно не переворачивать. Просто за заднюю стеночку так протяну и все. Вот. И продолжаем вязать 28 ряд. Затем вяжем 29, не довязывая последнюю кромочную петлю. Также в 29 ряду мы с вами убавляем петельку, то есть 3-4 по счету, не доходя до вот этой центральной лицевой. Провязываем вместе. Теперь мы также вот в этом цветочке убавили все петельки, которые прибавляли в самом начале. Вот я дохожу до конца 29 ряда, снимаю последнюю петлю, не провязывая, и здесь мы закрываем петельки с вами по вот этой стороне изделия. То есть вначале закрываем 3 петли. 1, 2 и 3. Вяжем 30 ряд. В 31 ряду также не довязываем последнюю кромочную петлю и встречаемся в 32 ряду. В 32 ряду мы убавляем с вами 2 петельки. 1 и 2. На этом наши убавочки на изнаночной стороне закончились. И по одной петле мы уже также будем убавлять с лицевой стороны.
То есть сейчас мы встречаемся в конце 33 ряда. В конце 33 ряда у меня осталось 2 петли, которые я провязываю лицевой за переднюю стеночку. Точно такое же убавление мы повторяем с вами в 35 ряду. Затем довязываем уже 36 ряд. У нас также на спицах должно остаться 14 петелек. И ниточку пока мы не обрезаем. С помощью нее мы с вами соединим плечевой шов. Я довязала 36 ряд. Теперь я выворачиваю изделие на изнаночную сторону и буду соединять плечевые швы. Располагаю спицы так, чтобы кончики спиц у меня смотрели в сторону проймы. Спицу вот с этим длинным хвостиком или с необрезанной нитью я располагаю позади. Крючок я взяла 4,5, то есть на полразмера меньше номера спиц. И снимаю первую петельку с передней спицы и с задней спицы протягиваю в нее петлю, в петельку с передней. Вытянула, теперь делаю дополнительную петельку. И теперь мы будем соединять одной петлей все 3 петли. То есть это петли на спицах и петля на крючке. Я вхожу по очереди во все петельки и одну петлю протягиваю через 3. Сильно петельки мы не затягиваем, чтобы плечо у нас не было стянутым. И так по очереди проходим, соединяем петельки. Вот такая косичка у нас должна образовываться. После того, как я соединил плечевой шов, я обрезаю ниточку и перехожу на соединение следующего плечевого шва. Кстати, здесь можно было нитку и не обрезать. Она у меня, оказывается, уже есть со стороны спинки. Я ее укорочу, ничего здесь страшного нет. Вот. Теперь я переснимаю спицы так, чтобы у меня кончики смотрели также в сторону проймы, то есть я переснимаю петельки переда. И разворачиваю снова изделие так, чтобы длинный хвостик у меня был со стороны дальней спицы. И точно так же мы начинаем соединять. То есть первую петельку мы снимаем, с нее вытягиваем петлю с дальней спицы и делаем воздушную петлю. И только после этого по очереди начинаем соединять наши петельки. Плечевые швы мы соединили. Вот так это у нас выглядит. И теперь мы меняем спицы на номер 4,5 и будем обвязывать нашу горловину. Мы сменили спицы на 4,5. Набирать петельки мы будем, начиная от плечевого шва по левой половинке переда. Как вы помните, по закрытым петелькам мы закрывали 2 раза по 1 петле, 1 раз 2 петли и 1 раз 3 петельки. Для начала мы делаем набор 1 петли у самого плечевого шва в сам джемпер, то есть не под кромочную косичку, а в сам джемпер. Далее у нас идет убавочка в 1 петельку. Здесь мы набираем сначала петельку также в сам джемпер и затем под кромочную петлю. В следующую убавочку поступаем точно так же, то есть набираем петельку с самого джемпера и затем под кромочную.
Далее идет убавочка в 2 петли. Первую петельку мы набираем под кромочную и вторую, где такая подлиннее петелька. Также, чтобы перекрыть это отверстие, мы набираем в сам джемпер, то есть в петельку, и только потом под кромочную косичку. И у нас теперь идет петельки из 3 петелек. Смотрите, здесь я набираю 1, 2, и нам нужно с вами набрать еще 1 петлю. Но так как вы помните, чтобы перекрыть прогалчик, мы добирали вот эту дополнительную петельку. Ее мы потом сразу провязывали вместе со следующей. То есть сейчас мы из вот этой 3-й петли будем вывязывать не 2, а только 1 из самого джемпера, а вот 4-ю петлю мы наберем уже в вот эту добавленную. Всего у нас набранных петелек до центральных получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее у нас идут центральные 9 петелек. И смотрите, набирать я буду не под кромочные, а в сами петли. Вот они, так как мы закрывали с вами лицевыми петельками, здесь очень хорошо видны галочки этих петелек. И я вхожу сразу в них. 1, 2, 3, 4. 5-я петелька у нас выпадает на центральную петлю, вот эту, которая идет по самому центру джемпера. И набираем еще 4 петли. После того, как мы набрали центральные 9 петелек, нам нужно подняться по правой половинке переда. Здесь мы также набираем симметричным образом. Из 3 закрытых петелек мы получаем 4, из 2 закрытых петелек мы должны получить 3 петли. Из каждой закрытой петельки то есть 1 петли, мы вывязываем по 2 петли, и последнюю петлю мы набираем у самого плеча. Это я просто объяснила принцип, так как мы сейчас делаем все вместе с вами. Смотрите, вот они наши 3 закрытых петли. Первую петельку я набираю с самого джемпера, вторую петельку также с самого джемпера, чтобы перекрыть вот эту небольшую длинную петельку, и уже потом 2 раза под кромочные петельки. То есть точно так же, как мы сделали и в том моменте, где подходили к центральным петелькам. Далее 2 петли. Смотрите, здесь нужно получить 3 петельки. Первую петлю мы вывязываем из-под кромочной косички, вторую петлю с самого джемпера, которая петелька располагается под этой же кромочной косичкой, и 3-я петля снова из косички, то есть она более маленькая, и здесь никакого прогалечка у нас не образуется. По 1 петле закрытой у нас, значит, мы получаем по 2 петли. Первую петлю из-под косички, вторую петлю из-под самого джемпера. Таким образом мы перекрываем все отверстия. И точно так же мы поступаем и в следующем случае. Как я говорила, последнюю петельку мы набираем с вами у плечевого шва из самого джемпера, ближе к плечевому шву. Вот и все. То есть у нас получается 12 набранных, 9 центральных, 12 набранных. Переворачиваем наш джемпер и переходим на спинку. Открытыми петельками у нас вот идет открытые петли. Это 23 петли у меня осталось. Смотрите, у нас также здесь имеются достаточно большие расстояния до плечевого шва. Как мы их перекрываем? Вот первая петля, вот ее ряд, вот соседний ряд. С соседнего ряда я поднимаю 2 петли, нижнюю и верхнюю.
И первую из них я провяжу скрещенной лицевой, а вторую, которую подняла, я провяжу вместе с первой открытой петелькой. При этом я переверну петельки так, чтобы их можно было провязать за переднюю стеночку вместе. Далее провязываем все остальные открытые петельки лицевыми, не довязывая последнюю кромочную петлю. Я дошла до последней петельки, я ее пока переснимаю и поступаю здесь точно таким же образом. С соседнего ряда поднимаю верхнюю и нижнюю петельку. Нижнюю петлю провязываю с последней открытой петелькой вместе за заднюю стеночку, а верхнюю петельку, которую я подняла, провязываю скрещенной лицевой. Вот и все. То есть по спинке у нас с вами получилось 25 петелек. Мы поднимали по краям по 2 петли, но так как по одной из них мы провязали вместе с открытыми петельками, так у нас получилось 25. То есть по переду у нас идет 33 петельки, по спинке 25 петелек. Общее количество 58 петелек. Теперь мы будем вязать с вами резиночку 1 на 1. Перед этим я отмечаю начало ряда маркерочком. И смотрите, тут самое главное, я хочу, чтобы вот эта центральная лицевая у меня совпала с лицевой петелькой нашей резиночки. До него, смотрите, у нас должно быть четное количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 петелек у меня до начала. То есть я также начинаю вязать, значит, лицевая, изнаночная, и эта петелька у меня будет лицевой. Если у вас будет нечетное количество, например, 17 петелек, чтобы эта петелька выпала на лицевую петлю, нам нужно начать с изнаночной петли. То есть подогнать наш рисунок под эту центральную петлю. Но это делать, конечно, не обязательно. Я так делаю лишь для того, чтобы было чуть посимпатичнее. И начинаю вязать. Ниточку я потом закреплю, поэтому она такая петля более расслабленная. Провязывая первый ряд, я полностью за переднюю стеночку, то есть чередую лицевую и изнаночную петли. Лицевая, изнаночная, и вот он у меня выпадает лицевой петелькой. Вот и все. Довязываем ряд первый до конца. Второй и последующие ряды мы провязываем лицевую за переднюю, изнаночную за заднюю стеночку. Итак, мы вяжем резинку уже на нужную нам высоту. Я провязала горловину на 10 рядов. И теперь я буду закрывать ее эластичным способом, с помощью накидов. Итак, первую лицевую петельку мы провязываем. Перед изнаночной петлей мы делаем накид от себя. Вяжем изнаночную петельку и по очереди набрасываем сначала накид, затем лицевую петельку. Перед лицевой петлей мы делаем накид на себя. Вяжем лицевую петлю и также по очереди набрасываем накид и следующую петельку. Перед изнаночной петелькой у нас идет накид от себя, перед лицевой к себе. При таком способе можно не бояться затягивать петельки, так как способ у нас очень эластичный. Итак, проходим по кругу. После того, как мы закончили закрывать все петельки, с помощью иголочки мы завершаем наш круг, чтобы не было вот здесь такого прогала. Мы входим под косичку, под первую закрытую, и затем возвращаемся в последнюю косичку и уже в середину. Вот и все. И после этого мы уже прячем все кончики ниточек. Затем переходим снова на спицы номер 5 и будем вязать рукава.
Один рукав я уже провязала, второй рукавчик мы свяжем вместе с вами. Вязать мы будем от проймы вниз по кругу, обычной лицевой гладью. Для этого вначале мы с вами находим середину нашей проймы. Как вы помните, на пройму мы закрывали 4 петельки, и набор мы начинаем с 3 петли. Вот она у нас, первая петелька, вторая, третья и 4. Дополнительная петля, как вы помните, это у нас петелька соединения, просто детали, чтобы там не было большого прогала. И мы набираем сначала 2 петельки с проймы, третью петлю вот с этого перехода. Мы подцепаем полупетлю самого джемпера и полупетлю от косички кромочной и провязываем их вместе скрещенной лицевой. Вот и все. Далее набор мы будем делать с вами в петельке самого джемпера. 2 раза мы набираем подряд петельки и 2 раза через петлю. Снова 2 подряд и 2 раза через петлю. То есть петельку пропускаем, снова петельку пропускаем и снова повторяем 2 петельки подряд, 2 раза через петлю. И так мы добираем до плечевого шва. Всего до плечевого шва у меня получилось 26 петелек, то есть 2 петли с проймы, 1 петля с перехода и 23 петельки до плечевого шва. То есть у меня заканчиваются 2 петельки подряд и 1 петля через петельку. Теперь для удобства вот так леску вынимаю, чтобы было затем легче подсчитать. И теперь мы набираем от плечевого шва вниз. Все симметрично я набираю. Набираю 1 петельку с плечевого шва и затем 2 петельки подряд. 2 раза через петлю и 2 петли подряд. У меня идет 23 петелька по счету, то есть у меня идет как бы подряд следующие петли. И смотрите, здесь у нас есть 3 петли, куда мы наберем 26, 25 и 24 петельку. И чтобы вот этого прогальчика не было, мы можем в принципе набрать и в петлю самого джемпера, но я предлагаю так же, как и в начале. Мы подцепаем петельку самого джемпера и переднюю стеночку кромочной косички, которая ближе к нам, и провязываем ее скрещенной лицевой. Это наша 23 набранная петелька, и набираем 3 петли. Вот это наша добавленная петля, которую мы соединяли наши детали, и 2 петли с самой проймы. Вот и все. Теперь отмечаем наше начало ряда маркировочком. И начинаем вязать лицевой гладью. Как вы помните, лицевая гладь по кругу — это лицевые за переднюю стеночку. Всего набрано у нас с вами 52 петельки по кругу, то есть 26 петелек по переду, 26 петелек по спинке. Вязать мы будем с вами 6 рядов, и первые убавления для сужения рукавчика мы сделаем уже в 7 ряду. У меня начинается 7 ряд. Убавление мы будем делать как в начале, так и в конце ряда. То есть за один ряд у нас будет уходить по 2 петли. Убавление мы всегда будем делать после первой петельки и перед последней.
И убавления у нас всегда будут далее одинаковые. Первую петельку мы провязываем, вторую и третью петлю вяжем вместе за переднюю стеночку. Далее провязываем ряд до конца, оставив недовязанными 3 петли. В конце ряда мы будем всегда убавлять 2 предпоследних, при этом их будем провязывать за заднюю стеночку вместе. Для этого предварительно их переворачиваем и вяжем вместе. Затем провязываем последнюю петлю. Далее вяжем 8 ряд и так далее. Теперь по убавлениям, в какой последовательности мы их делаем. Смотрите, 3 раза мы делаем их через 6 рядов, затем через 8, также 3 раза и 2 раза через 10 рядов. Нумерацию рядов я пропишу под видео, но для примера назову. То есть 7 ряд, далее через 6 рядов это 13, далее так 19, 27, 35 и так далее. Всего до резиночки у нас получится вязать 74 ряда. Затем мы снова перейдем на спицы номер 4,5 и будем вязать резиночку. Мы здесь с вами снова встретимся. То есть последняя убавочка у меня выпадает на 63 ряд. То есть убавление у нас похоже вот на такие вот сходящиеся домики. В начале ряда за переднюю стеночку вместе, в конце ряда за заднюю стеночку. И между ними остаются, как бы всегда, между убавлениями вот эти 2 петли. То есть это первая и последняя петля ряда. Так, по-моему, все объяснила, ничего не пропустила, и мы продолжаем вязать. Рукав я провязала на высоту 74 ряда, сменила спицы на номер 4,5. Всего петелек у меня 36. Теперь я начинаю вязать резиночку 1 на 1. Также провязываю первый ряд полностью за переднюю стенку, чередую лицевую и изнаночную петельки. Второй и последующие ряды мы вяжем лицевую за переднюю, а изнаночную за заднюю стеночку, так как мы и вязали резиночку в начале нашего джемпера и на горловине. Вязать я буду всего 10 рядов, и мы встретимся снова, будем с вами закрывать все петельки. После того, как мы провязали 10 рядов резиночки, я закрываю манжет самым обычным способом. Провязываю первую петельку лицевой, затем вяжу вторую и набрасываю предыдущую. То есть мы провязываем все петельки по узору, набрасывая предыдущие петли. После того, как мы закрыли все петли, также замыкаем в круг, чтобы не было ступеньки. Входим под первую закрытую косичку и возвращаемся в середину последней. Создается дополнительная петля, и на этом у нас будет все закончено. Потом вам останется связать только второй рукав, но у меня закончен полностью мой джемпер. И на этом я буду с вами прощаться. Всем до новых встреч, пока-пока.